Сегодня рисуем тигра. Когда мы рисуем тигра, самое главное не забывать, что это все-таки кошка. Мы работаем сегодня на маленьком формате, начинаем с работы тушью. Берем малую жесткую кисть, на кисти минимум у нас с вами воды, влаги, и начинаем с работы активным черным цветом туши. Мы работаем контуром и, начиная с головы, с морды животного, начинаем создавать картину. Что важно понять, когда мы рисуем тигра? Мы рисуем его в основном двумя методами. Некоторые части тела животного мы рисуем контуром, а остальные основные части мы прорисовываем его полосками. Для изображения полосок тигра мы либо менее прижимаем кисть, либо более прижимаем кисть. То есть в тот момент, когда нам нужна тонкая часть полоски, менее, когда более толстая часть полоски, то больше оказываем давление на кисть. Несмотря на то, что кисть мало, это тоже играет для нее роль, как и для любого размера кисти. Также уместно напомнить, точнее сказать, что когда вы делаете остановку при движении кисти, то в этот момент вы тоже получаете более широкий объемный мазок, чем когда двигаетесь ею быстрее. То есть это тоже оказывает свой эффект при рисовании полоски. Вот лапу сейчас рисую контуром. То есть мы, допустим, тигры же у нас бывают не только рыжие, они бывают и черно-белые, да. И здесь мы подразумеваем оранжевую часть туловища тигра, например, как если мы рисовали черно-белого тигра. То есть мы оставляем, нарисовав полоски, мы тем самым подразумеваем, что оставшаяся часть будет заполнена цветом. Посмотрите, как я рисую хвост. Я буквально прикосновением кисти, точками, расположенных рядом с друг другом, создала черный кончик хвоста. И затем малыми прикосновениями кисти, точками, выстроенными в ряд, выстроила форму хвоста. Но это поскольку у меня малая кисть. Если бы кисть была более большая, я бы просто распушила ее кончик и как бы сделала такой ворсистый контур, то есть как бы показывая волоски на хвосте, ими бы прорисовала контур. Сейчас я начинаю заполнять туловище тигра как раз-таки теми полосками, о которых говорила. Как вы видите, полоски от низа туловища смотрят более тонкими концами вверх, а полоски, которые спускаются с хребта тигра вниз, они начинаются от более толстого к более тонкому. Но все зависит от референса, на который вы смотрите и с которого вы рисуете. Теперь трава. Трава — это просто линия. Мы фиксируем кисть, ее кончик точкой, и затем делаем быструю, уверенную линию. В конце резко поднимая кисть. Так заполняем некоторый участок на заднем плане за животным. Затем берем более объемную кисть, больше воды на кисть и используем средне-серый оттенок туши. Для этого разводим тушь, разбавляем ее водой. И как вы видите, я буквально делаю отпечаток кончика кисти. И тем самым получаю мазок в виде капли и группирую их рядом с друг другом, чтобы обозначить какую-то там разновидность травы, растительности. И делаю это на переднем плане, перед животным. Как вы видите, композиция в основном расположена слева и смотрит направо. И теперь я беру ту же самую жесткую тонкую кисть и рисую тонкие длинные линии для обозначения, для написания, рисования какой-то разновидности травы. Теперь этой же самой тонкой кистью с минимальным количеством влаги на ней, даже уже подсохшей, но с наличием туши, я начинаю делать вот такие вот маленькие тонкие линии, выстраивать их рядами сверху вниз, так будет лучше, тогда последующий ряд будет накладываться на предыдущий, будет смотреться натурально и органично. Прорисовываю верхушку травы. Затем к этой траве я подрисовываю листья. Мазок здесь такой. Мы сначала прижимаем кисти, а затем
мы ее к концу нашего движения поднимаем. То есть поставили кисть, делаем мазок, прижимая и затем поднимаем. Для написания Луны я просто взяла вот какой-то колпачок и его очертила. Теперь начинаем вводить цвет. Начинаем с желтого цвета, покрываем этим цветом достаточно ярким некоторые участки животного. Затем берем цвет индиго, разводим его водой и покрываем траву на заднем плане. И берем темно-зеленый, разводим водой, делаем его бледным и покрываем передний участок. Траву ярко-желтым цветом всего лишь в некоторых участках, а луну желтым, разведенным водой, бледным. Затем берем ярко-оранжевый и покрываем тело животного. Какие мазки? Когда мы покрываем цветом, мазок кисти повторяет форму, которую мы заполняем. Или же, когда мы говорим о земле, траве, воде, то просто прижимаем кисть от кончика до пяточки и такими отпечатками заполняем пространство. Затем немного введем более яркого индиго в траву в некоторых местах и более насыщенный зеленый на переднем плане. Затем смешаем изумрудный с индиго и немного еще пройдемся по растительности сверху теми же самыми мазками, что прежде, но просто уже цветом. И чуть не забыл нарисовать усы животному. Тонкие линии мы с вами делаем. Для этого, когда подсохнет вторая часть с краской, там то же самое. И вот здесь чего-то не хватает. Повторяем те же движения, как мы рисовали листья на траве сверху. И затем еще опять же пройдемся по этой траве изумрудным, смешанным с индиго, когда она подсохнет. И это будут последние мазки на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе нарисовали. Лайкайте, подписывайтесь и не пропустите новые видео.